Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я плела вот такую корзинку или вазу для фруктов или конфет. Плела из треппинг ленты. Диаметр 18 сантиметров, высота 13 сантиметров. Можно было бы ее, конечно, сплести на один ряд поменьше. Ну, как получилось, так получилось. Количество лент я вам рассказывать не буду. Я все напишу в описании под видео. Размеры и количество. Чтобы не занимать у вас время. Кстати, еще что хотела сказать. Если вдруг кому-то понадобится сделать изделие как кашпо, но большего размера, вот здесь у нас 3 на 3, тоже на 3 на 3 на 3. Сделайте на 4 на 4 на 4 и так по всем краям. Либо на 5, либо на 6. Ну, любое количество, которое вам необходимо. И далее уже плести. И у вас тоже будет круглое изделие, кашпо под цветы. И, естественно, выше в высоту. Также хотелось вам рассказать по поводу ножа для резки ленты. Вот мы сделали. Значит, сюда хороший нож поставили, а сюда ножи, чтобы высота была одинаковая. Вот так он соединяется. Здесь даже размеры поставила. А здесь должно было соединяться вот такими болтами. И в зависимости от того, насколько частей ленту разрезать, отметили перманентом. Но сейчас я вам покажу. Мы пробовали резать чистым ножом и пробовали смазывать тефлоновой или силиконовой смазкой, чтобы легче было резать. Но ничего не помогает. Может быть, кто-нибудь придумает и поделится своим методом. В чем вся проблема? Вот, видите? Остаются нитки. И когда 2 раза прорежешь, вот пару раз по одному месту прорежешь, остаются нитки и забивается. И даже вот на разрезанных лентах видно, что вот все равно нитки, края махрятся. Почему махрит? Потому что стреппинг лента полипропиленовая. А есть еще лента полиэтиленовая. Вот та, скорее всего, махрить не будет. Поэтому вам решать. Для тех, кто не может четко разделить ленту пополам или на четвертинки, можно сделать вот такое приспособление. Из пеноплекса вырезаем шаблон. Здесь высота ленты, вот по толщине ленты, а здесь
половина ленты. Ну, пеноплекс лучше взять новый, с ровным краем. Так вот прижать и по краю резать. Вот, и как раз получилось половинки. Но я говорю, пеноплекс взять новую часть, чтобы он был здесь ровный. Затем с другой стороны тоже прорезать на глубину ленты, а здесь на четверть. То есть половину этой. И также приложить и резать. Пока другого способа я не нахожу. Берем ленту 70 сантиметров и шириной половину основной ленты. Складываем пополам. Находим середину. Прикалываем. И вне рабочей зоны. Следующую ленту берем трафарет шириной 22 миллиметра. И так всего накалываем 6 лент. Так, берем ленты такой же длины, такой же ширины. То есть 70 сантиметров длиной. Находим середину, вот центр. И просто сверху накладываем. Так, здесь у нас 6 лент, значит вот здесь середина. Я уже этот принцип показывал, но покажу еще раз. Теперь берем транспортир. Вот, по нижнему краю устанавливаем. И здесь по этому краю. И под 60 градусов. Берем следующую ленту. Находим середину. Сверху укладываем. И между лентами 22 миллиметра.
Итак, укладываем вот еще одну ленту. Так, от центра уложили в правую сторону 3 ленты. И в эту сторону тоже 3 ленты, правый наклон. Вот одну я уложила, и еще 2 ленты в таком же направлении. Так, уложила я все с правым наклоном. От центра 3 в одну сторону и 3 в другую. Теперь берем ленту тоже 70 сантиметров, половину от основной ленты, и укладываем левый наклон. Теперь мы снизу горизонтальных, сверху наклонных. Снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. И вот центр вот так. В центр ставим. Сверху наклонной, снизу горизонтальной, сверху, снизу и сверху. Берем транспортир. И под 60 градусов выравниваем. Следующую берем. Находим середину. И тоже снизу, снизу, но сверху наклонных. Сверху наклонной. Так, дотягиваем. Снизу горизонтальный, сверху, снизу, сверху. Так, вот центр. Так, сверху наклонной, под низ горизонтальной и сверху наклонных. Берем трафарет и проверяем. Прикалываем. Так, здесь тоже проверяем. Еще одну ленту с этой стороны укладываем.
от центра. И 3 ленты от центра укладываем здесь. Под низ, под низ, под низом горизонтальных, сверху наклонных. И сверху наклонных. И выравниваем. И теперь с этой стороны. Так, под низ горизонтальный, но сверху наклонный. Вот наклонная. Снизу горизонтальный. Сверху наклонный. Снизу. Сверху. Снизу. Сверху наклонный. Снизу. Сверху. Сверху. Снизу. Сверху. Снизу. Сверху наклонных. Снизу горизонтальных. И здесь снизу. Смотрите, у нас получилось 1, 2, 3, 4 ячейки. И вот здесь должна быть 5-я ячейка. Мы вот сюда ленту прокладываем. Должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 по центру. Здесь 3. Здесь 3. 3. 3. 3. Все. Больше мы ленты не прокладываем. Теперь на всякий случай проверьте, выровняйте ленты. И будем загибать, как в прошлый раз. Вот так откалываем. Вот. По направлению. Вот по этой. Здесь вот так. И так все ленты загибаем вот по этому краю. После того, как загнули все ленты, иголки вытаскиваем.
Мне сделали каркас из пеноплекса. По размеру. У кого нет каркаса, и можно вот такими прищепками зажать. Но опять же вам придется выравнивать примерно, выравнивать ячейки. Ну а я ставлю каркас. И булавками фиксирую донышко. Закрепила я дно. И теперь проверьте, чтобы ленты, которые идут с наклоном вправо, были внизу под теми, которые идут с наклоном влево. Вот. Все проверьте. Вот, которая вправо. Вот. Ну, тут видно, как они закладываются. Так, закрепила я дно. И закрепила ленты некоторые, которые идут по плоскости. По углам тут можно, конечно, закрепить, но я пока не стала. Берем ленту тоже 70 сантиметров. Вот правый наклон внизу лежит. Вот под нее. И чередуем. Здесь сверху. Здесь снизу. Сверху. Правый наклон снизу. Так, и теперь вот этот хвост нужно заправить сверху. Вот по этой ленте идем. Так, здесь сверху, здесь снизу. Сверху. Снизу. И там, где у вас закончится, вот хвостик выглядывает, вот так вот по краю отрезаете маникюрными ножницами. Лучше маникюрными. Вот так прям по ленте. Точно так же следующую ленту прокладываем. Точно так же. Вот смотрите, это сверху лежит. Значит, сверху это и накладываем под низ. Сверху левого наклона под низ. Сверху.
под низ. И все, и также по кругу плетете. И затем также одна на другую накладываете и хвостики обрезаете. И так нужно проложить всего 4 ленты. Я передвинула каркас выше, закрепила. И у меня получилось 1, 2, 3, 4 ряда ячеек. Теперь берем ленту тоже 70 сантиметров. Концы срезала. Эти хвосты я потом заправлю. Сверху накладываем. И левый наклон, вот она сверху правого наклона укладываем. И ее загибаем вот в этом направлении. Вот так. И сюда протягиваем. И затем маникюрными ножницами вот здесь обрезаем в таком направлении. Затем берем другую ленту. И укладываем в этом направлении. Укладываем вот под эту ленту. Зажимаем. Здесь она идет сверху и вот под горизонтальную. Если хватает, можно и до следующей дотянуть и заправить. И вот здесь этот хвостик обрезать. И так заправляем все вот эти ленты. Значит, та, которая
сверху вот сюда накладывается и под эту ленту загоняется. Та, которая снизу, сюда загибается и заходит вот сюда. Затем сюда и так далее. Так, вот такая корзинка получилась. Можно такую оставить для фруктов. Теперь берем ленту 70 сантиметров по окружности корзинки. Тоже половина ширины основной ленты. Сразу две берем. И вот под эти верхние ленты вставляем. И так по кругу. После того, как протянули ленты по всей корзинке, раздвигаем их. Заправила я хвосты. И вот в некоторых местах, вот где от синей ленты хвосты идут, вот видно, что двойная. Вот здесь внимательно будьте. Под самый низ заправляйте. И теперь маникюрными ножницами эти хвосты обрезаем. Теперь берем ленты 2 по 70 сантиметров. Находим середину. И будем укладывать вот по этой линии. Находим центр. Вот так. Тоже под верхнюю ленту. Под верхнюю. Теперь разводим их. Верхнюю ленту под синюю, под верхнюю. И убираем вниз пока. Теперь мы должны зайти. Вот здесь у нас двойные, типа хвосты. Должны зайти сюда. А выйти вот здесь. Вот идет так. Заходим сюда, выходим здесь.
Заходим вот так. И вот здесь выходим. Заходим между. И выходим вот здесь. А верхняя лента пока там остается. Теперь в другую сторону. Верхнюю ленту тоже убираем. Временно. И вот смотрите, она идет вот так. И вот по этой линии. Значит, мы ее сюда вставляем. С нижней работаем. Сюда. Точно так же, как мы и прокладывали. Теперь, которую мы убирали верхнюю, ее надо вытащить. То мы должны зайти под синюю, вот сюда же. Но выйти вот здесь. Вот так. Теперь укладываем на белую. То есть они меняются. Здесь на первую белую, под вторую. Здесь наоборот, под первую на вторую. Накладываем на белую, под синюю горизонтальную. Между белыми должны выйти.
Вот здесь должны выйти. Значит, укладываем под синюю, под горизонтальную. Лента режется, поэтому осторожнее протягивайте. Под горизонтальную. И между белыми выходим. Итак, заправили мы эту сторону, поворачиваемся и точно так же заправляем эту сторону. То есть заходим под синюю, а выходим вот здесь. Накладываем на белую, под синюю горизонтальную. Между белыми должны выйти. Все. И так вы прокладываете по всему дну. Когда проложили все ленты по дну, вот здесь уже образуются звездочки. Теперь вот по этой линии будем прокладывать верхнюю ленту. Вот здесь сбоку заходим вот так в центр. И заходим вот здесь. Середину где-то вот здесь ставьте. Вот сюда, в центр. То есть между вот этими двумя горизонтальными. Под синюю. Опять между двумя белыми. Под синюю. Под синюю. Опять между двумя. И вот под эту синюю. И сюда. Это сверху идет лента. Теперь поворачиваем. Так, теперь повернули и идем в обратном направлении.
сверху этой, между ними и здесь выходим. Сверху этой и здесь выходим. Ну и так плетем по этой линии.